Друзья, всем привет! Перед нами семья, которую необходимо расширить. А также я покажу, как вывести в улье вертикальном вторую матку. Сразу скажу о тех условиях, которые есть у меня, чтобы было меньше вопросов, меньше каких-то ненужных комментариев. Семья на полный корпус. Матка здесь есть. Моя задача в начале медосбора, пошел медосбор, цветет рапс. Моя задача расширить семью так, чтобы было место, куда собирать мед, и матка продолжала сеять, и еще вывести вторую матку. Насколько там семья сильная, я не знаю. Открываю вместе с вами, смотрю вместе с вами. И также одним из важных условий для меня является то, что я не смогу уделить в ближайшее время пчелам должного внимания. То есть, например, нужно единоразово расширить, что-то сделать и уехать. Попробуем справиться с поставленными задачами. Рамка номер 1, которую я достал, вся залита нектаром. Уже начали оттягивать даже больше ячейки, расширять. Поэтому эту рамку медовую я ставлю во второй корпус. У меня рядом стоит корпус 300 мм, точно такой же. Я отставляю мед в верхний корпус. Это рамка с расплодом. Расплода. Вот она площадь. Все остальное залито медом, и уже залили очень хорошо. И даже вот начали оттягивать вот такие. Я не могу переворачивать рамки, с них течет. Оттягивают в том случае, когда уже собираются запечатывать. Значит, такую рамку. Также мне нужно еще найти матку в этой семье. Такую рамку я пока поставлю во второй корпус, так как она тоже медовая. Преимущество рамок под мед отдавать нужно тем рамкам, которые у вас светлые, которые только что отстроенная вощина. То есть не та рамка, которая гнездовая, уже вы ее обрабатывали химией. Из такой рамки мед есть нельзя. Значит, вот эта рамочка у меня с кормами и с яйцами. В этой части она также максимально засеяна. Такую рамку я пока оставляю внизу. Следующая светлая рамка, легенькая, в основном засев, личинка. Матку пока не вижу, эту рамку я оставляю внизу. Вот из этой рамки максимально могут вывести новую матку. Здесь также личинка в центре, по краям мед. Вот она маточка ходит у меня, вот она крупненькая, хорошая маточка. Вашему вниманию представляется матка F0. Итак, вот эту рамочку, на которой матка работает, на которой есть корма, чтобы не тревожить матку, не переносить, эту рамку я ставлю во второй корпус. Пока туда рамки просто так наставляю, еще ни о каком порядке рамок не говорю. Вот эта рамка с личинкой и печатным расплодом, гнездовая, темная. И вот эту рамочку я подставлял медовую сушь. Когда-то в ней было пятнышко расплода. Эта рамка вся с медом. Эту рамку я оставляю в гнезде. Я ставлю вощину второй рамкой. Желательно было бы третьей поставить, но я знаю, что они будут все равно собирать мед. Не хочу брать мед из гнездовой рамки. Поставил расплод. Здесь, скорее всего, будут выводить матку. Поэтому вот эти две расплодные рамки ставлю рядом, чтобы был необходимый температурный режим для вывода матки и достаточно кормов. То есть две рамки с открытым расплодом. Далее вощина. Если бы не было взятка, то вощину бы они не тянули. Я максимально хочу воспользоваться ситуацией. Возможно, у меня не будет 12 рамок в одном и другом корпусе. Много пчелы, конечно, летает. Вот она, рамка с печатным расплодом и медом. Эту рамку я поставлю во второй корпус. Для чего я ставлю печатный расплод во второй корпус? Для того, чтобы пополнить второй корпус молодой пчелой. Там будет матка, но тем не менее мне нужна молодая пчела и там тоже. То есть одну-две рамочки по наличию, сколько там есть, нужно все равно поднимать с печатным расплодом наверх.
в таком случае. Здесь полностью мед перга. Рамка темная. Пойдет в качестве кормов, запасов для семьи. Какие-то у них здесь глубокие мисочки. И в одной уже был конкретно такая мисочка. Начали с нее лепить маточник. Необходимо убедиться, чтобы в семье не было роения. Ну, роения нет. Так, поставили медовую рамку к вощине. Так, вот такая рамка с расплодом и медом. Меда мало, расплод молодой выходит. Я также ставлю во второй корпус по причине того, что мне эту рамку нужно освободить от расплода и перетопить. Ее нужно заменить в гнезде. Она здесь не нужна. Рамка полностью медовая, сушь медовая. Обновлял, ставил. Тоже идет наверх. Данная порода карника. У нее особенность такая есть. Мед тянуть наверх, но в том числе и оставлять мед в нижнем корпусе. Поэтому вот здесь мед я им оставляю крайней рамкой. И дальше поставлю еще рядом с этой вощиной сушь под мед. Вот такую светлую сушь медовую я ставлю под мед. Я потом увижу, где мед, где не мед. И еще одну. Вот такая беленькая, из которой приятно будет откачивать мед для себя. Я имею в виду для людей, для себя, для людей. Так, данную семью, друзья, я позиционирую как слабую. Почему слабую? Потому что у меня были семьи и посильнее, когда можно расширить полностью. А какой возможен был еще вариант? Оставить матку внизу, поставить вверх открытый расплод вместе с запечатанным. Тогда бы там вывелась молодая матка. Я хочу сделать именно таким образом. Заменить, потому что мне эта матка нужна во втором корпусе. Она F0, я буду от нее еще брать яйца для воспиталок и так далее, и так далее. Поэтому я сделал вот так. Этот способ менее стандартный, но я знаю, что сюда мед однозначно понесут. Поэтому дал всего лишь 2 вощинки и 2 суши. Что делать, если вот по сути дела у меня получился такой 10-рамочник? Что делать? Поджимаем здесь заставной диафрагмой. Вот таким образом мы расширили гнездо. Здесь много летной пчелы. И кладем теперь ганимановскую решетку. Также я перенес матку именно во второй корпус, а не оставил внизу. Обычно я делаю по-другому. Обычно у меня матка всегда внизу. И я просто потом поднимаю второй корпус, иногда периодически, там раз, может быть, в 3 недели, просматриваю ситуацию по развитию, что происходит внизу. Добавляю вощину, забираю рамки с запечатанным расплодом. Но сейчас просто вот делаю таким образом. Суть не важна, как сделаете вы. То есть самое главное, что у вас матка отделена от другого корпуса непосредственно ганимановской решеткой и находится в другом корпусе. А в том корпусе, где нет матки, остается открытый расплод. Количество листов вощины и суши под мед или под засев матки вы уже ставите по силе семьи, по интенсивности медосбора, а также близости медоносов. Теперь ставим сюда второй корпус. Ох, елки-палки! Как необходимо формировать второй корпус? Если у вас матка внизу, то здесь вы просто ставите вперемешку весь печатный расплод поднимаете, если матка у вас находится внизу. И чередуете сушью под мед и вощиной. Если ее нет, значит ставите только вощину, чередуя печатный расплод. Но делаете по количеству вощины таким образом, чтобы у вас не охлаждался расплод. То есть не надо сильно расширять. Вот семья не очень сильная, я сделал там внизу всего 10 рамок. Возможен вариант, когда здесь вы можете так и оставить, не сильно расширяя. Тогда нужно опять же поставить диафрагму, а вот то пространство внизу можно закрыть пленкой до этой диафрагмы или подушку положить. Итак, первая рамка у нас медовая. Вторая рамка у нас немного есть расплода и корма. Она также остается. Я сюда также поставлю вощину. Посмотрю, как будут тянуть, проконтролирую. Это я смогу сделать быстро. Увижу, что и как. Эта рамка у меня с маткой и медом, с засевом. Дальше я ставлю гнездовую сушь, можно поставить, для того, чтобы матка продолжала работать на соседней рамочке. Рядом с этой сушью нужна рамка с расплодом, для того, чтобы это было такое ложе, где матка будет продолжать работать. Ставлю еще одну сушь, ну не темную, гнездовую, где уже был расплод. И опять поджимаю расплодом. Здесь у меня мед. Я ставлю
мед сюда поближе и даю вот такую рамочку для второго корпуса. Посмотрю. То есть вот эта рамочка и вощина, и сушь здесь. Контроль. Почему? Потому что семья все-таки не очень сильная. Если бы там ломилась от расплода все, почему она такая у меня получилась? Я из этой семьи брал порядка 4 рамок печатного расплода, а также забирал яйца в другие семьи, от которых вывожу маток. Обезматоченные семьи, то есть я брал отсюда рамки. Поэтому я ее ослабил. Ослабленная семья способна развиваться дальше, потому что у нее на сегодняшний день есть матка. Итак, друзья, что с литком здесь? Обязательно нужно сделать прилетку, так как здесь полноценное гнездо. Если вы ставите матка внизу, то здесь можно литок не делать, чтобы пчелы работали через низ. Но если вы выводите вторую матку, то литок должен быть обязательно, потому что те молодые пчелки, которые превращаются в летную пчелу, они будут уже летать на верхний литок. А если вы оставите только нижний, тогда через решетку будут лазить и может не получиться у вас матки во втором корпусе. Ну, в данном случае внизу она 100% получится, потому что сейчас вся пчела поймет, что матки нет. Пчелы будут общаться через решетку однозначно. Потом, когда там маточка выйдет, облетится, она так и будет там продолжать. То есть это получится мать и дочка, и никаких у них будет одинаковый запах у этих пчел. Они драться не будут. А дальше можно от второго корпуса опять сделать отводочек, если эта матка вам ценна. Либо же просто убрать ганимановскую решетку, матки сами разберутся. Если же вы хотите точно оставить матку из нижнего корпуса, значит сами убиваете вторую или кому-то дарите. Вот и такое практическое расширение. Дальнейшие действия какие? Посмотрим, как тянут вощину. Посмотрим, как заносят сюда мед, как сеет матка. Возможно, будет дополнительное расширение для работы матки и для остальных каких-то моментов. Моменты эти зависят, друзья, прежде всего от погодных условий и медосбора. Потому что сколько будут тянуть? Вроде бы и рядом, еще цвести будет с неделю точно. Должно быть все хорошо. Результат по этой семье я покажу. Я покажу вам все рамки, которые внизу, как они там залиты медом, не залиты. Покажу вам верхний корпус. То есть все покажу, и мы сделаем вывод, найдем недостатки этого метода, вот такого вот моего расширения спонтанного. Но вывод один: семья точно не зароится 100%, даже если я сюда 2 недели заглядывать не буду, потому что здесь достаточно места. Тем более у меня есть всегда возможность скинуть сюда еще пару рамок. Мне интересно, как будут тянуть вощинку, будем контролировать. Я желаю вам удачного расширения ваших сильных семей, отсутствия роения на пасеке и, самое главное, всем мира, здоровья. Всем пока.